После выпуска современных спортбайках класса 400 кубических сантиметров 2022 года я решил сравнить старое и современное направление мотоциклов в этом классе от производителя Honda. Это Honda CBR 400RR и Honda CBR 400R. Вообще, 400-кубовые спортбайки были созданы для начинающих мотоциклистов и позволяли наработать навыки управления спортивным мотоциклом человеку, который в будущем планировал пересесть на какой-нибудь более мощный супербайк. Да и как городской мотоцикл они тоже использовались весьма неплохо многими райдерами. Итак, Honda CBR 400RR производилась с 88 по 99 год и имеет два поколения NC23 и NC29. Мы рассмотрим последнее, вышедшее в 90-м году, и сравним его с новым Honda CBR 400R. Honda CBR 400RR NC29 после обновления помимо внешних изменений получила и технические новшества. Это новая литая алюминиевая рама вместо трубчатой, новая система впуска, новые карбюраторы, облегченные поршни, новый задний маятник, новое зажигание и новые колеса. В эту Honda производитель заложил неплохой ресурс, так что немало экземпляров данной модели, за которыми владельцы действительно следят, пребывают в достойном техническом состоянии в наше время. Мотоцикл действительно является настоящим маленьким спортбайком с сухой массой в 162 кг. Посадка типична для этого класса с наклоном вперед и нагрузкой на руки, то есть она не предназначена для долгой езды, но при этом обеспечивает полный контроль над мотоциклом. За что также отвечает полностью регулируемая передняя 41 мм картриджная вилка и задняя маятниковая подвеска с регулируемым моноамортизатором. Современное прочтение этого спортбайка Honda CBR 400R была представлена в 2013 году с последующими двумя рестайлингами в качестве модификации Honda CBR 500R для Японии. А потому обе модели практически не отличаются друг от друга, разве что лишь объемом двигателя. 471-кубовая двухцилиндровая силовая установка была уменьшена до 399 кубических сантиметров за счет уменьшения хода поршня, плюс к этому была увеличена степень сжатия. Этот мотоцикл был построен для более комфортного передвижения по городу с высоким рулем и удобной прямой посадкой, поэтому и получил звание псевдоспортбайка, имеющего при этом просто шикарный внешний вид. Сердцем спортбайка из 90-х является рядная четверка жидкостного охлаждения объемом 399 кубических сантиметров с 4 клапанами на цилиндр, способная выдавать 53 лошадиные силы максимальной мощности и 39 ньютон-метров крутящего момента. За счет 4 цилиндров малыш имеет настоящий чистокровный спортбайковский звук, присущий старшим собратьям. Благодаря шестиступенчатой коробке передач CBR 400RR весьма динамичен и способен уверенно разгоняться, покоряя отметку в 100 км в час за 5 секунд, а максимальная скорость составляет около 200 км в час. Несмотря на то, что CBR 400RR мотоцикл старый и разработан был еще в 80-х годах прошлого века, тормоза у него соответствуют гордому званию спортбайка. Его переднее колесо украшает два 296 мм тормозных диска с двухпоршневыми суппортами, а на заднем колесе установлен еще один диск диаметром 220 мм с однопоршневым суппортом.
Так как Honda CBR 400R является бюджетной версией спортбайка, рассчитанной на чисто городскую и при этом экономичную езду, его двигатель имеет всего 2 цилиндра. Силовая установка выдает 46 лошадиных сил максимальной мощности и 37 ньютон-метров крутящего момента. По этой же причине мотоцикл имеет стальную раму и снаряженную массу в 192 кг, из-за чего разгон от 0 до сотни занимает около 7 секунд, а максимальная скорость составляет 180 км в час. Зато средний заявленный расход топлива всего 3,5 литра на 100 км пути, что почти вдвое меньше, чем у CBR 400RR. С 2022 года производитель наконец-то начал оснащать CBR 400R перевернутой вилкой Showa и двухдисковой передней тормозной системой, что повысило управляемость и безопасность. Подводя итог, можно сказать, что это совсем два разных по духу мотоцикла. CBR 400RR это настоящий спортбайк для выработки у райдера адреналина, а CBR 400R это современный, надежный, экономичный и очень красивый мотоцикл на каждый день.